Братья-мужики. Да-да, мужики. Я сейчас обращаюсь к тем, кто еще остался. К последним из мамонтов 90-м. Последним из магикан. Выключите свой телефон. Отложите эту стекляшку, в которую вы пялитесь целыми днями. Сейчас будет не про политику, не про экономику. Сейчас будет про вас. Про нас всех. И про то, что от нас осталось. И что у нас пытаются забрать. Окончательно. Я хочу спросить сейчас у каждого, кто считает себя мужиком. Кто ты? Настоящий мужик – это не гендер, мой дорогой друг. Настоящий мужик – это качество духа, выкованный нашими предками. Это честь, долг, совесть, справедливость. Это свобода, сила воли, сила духа. Это настоящий мужик. Настоящий мужик – это не мужлан-быдло. Это не успешный коуч в пиджаке. Это не дядя с пивным пузиком на диване, с пивом. И уже точно не метросексуал. Настоящий мужик – это ответственность. Это сознание в действии. Настоящий мужик – это прежде всего защитник. Не потому, что так модно, а потому, что иначе рухнет весь мир. Семья, двор, страна, государство, родина. Настоящий мужик – это ответственность. Слово которого звучит всегда как закон. Сказал, сделал. Настоящий мужик – это тот, кто держит свое слово всегда и везде. И идет до конца. Для других и в первую очередь для самого себя. Чтобы не опуститься не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Сказал, сделал. Настоящий мужик – это создатель. Тот, кто строит этот мир, а не потребляет его. Это тот, кто обеспечивает благополучие всех своих близких и дорогих ему людей. А не тот, кто ищет выгоду и использует всех вокруг. Или живет за чужой счет. Настоящий мужик – это столб, внутри которого находится железный стержень духа. Столб, на котором держится понятие: совесть, справедливость, долг, патриотизм, сила. В чем сила, братья? Сила не в деньгах. Сила всегда в правде. И это не старомодные слова. Это инструкция. Это инструкция выживания рода. И это все то, что нам завещали наши отцы и деды. И все это не пустой звук. Это исторически сложившаяся модель силы и стабильности, где мужчина, как глава семьи, обеспечивал выживание и рост всего человечества и общества, в котором он проживает. Но эту модель сейчас, в наше современное время, целенаправленно ломают. Ты думаешь, это случайно, что мир сошел с ума? Что твоих сыновей травят в школах, а дочерей в соцсетях? Что институт семьи, где отец авторитет, сегодня в кризисе? Нет, мой брат. Это далеко не случайность. Это системная диверсия. Операция по тотальному разоружению мужского духа. Это система, что всех нас загнала в рабство и сделала пассивными наблюдателями, рабами. И никаких-то там бессмертных богов.
а рабами обычных смертных, слабых и трусливых паразитов, которых так-то на минуточку меньшинство. И именно они проводят ее потому, что они хотят управлять, хотят власти. У них просто комплексы неполноценности. Они трусливые и слабые, и они боятся. Они очень боятся. Они боятся, что мы проснемся. Потому что им не нужны сильные, умные, вольные, настоящие мужики. Им нужны рабы. Такие, как мы. Сейчас. Все. Их план очень прост и циничен. Отрезать нас от всех наших корней. И сегодня им это удалось. Объявить все традиционные ценности токсичными и устаревшими. И сегодня им это удалось. Размыть идентичность. Пропихивать через СМИ, кино, музыку образ мужчины-потребителя, мужчины-инфантила, бесполого, непонятного существа, метросексуалы, пидорасы. Это нормально. А лучше превратить всех нас в голубых. Абсолютно всех. И, к слову, у них получается. Они внедряют нам паттерны, где мужчина в семье подвергается эмоциональному насилию и унижению со стороны женщин. Они ломают нашу волю с помощью пропиханных законов в государстве. Они подменяют ценности, истинные ценности и цели нашего существования. Они внедрили в нашу голову, что смысл в деньгах, в статусе, в успехе, а не в силе духа. Не в чести, не в справедливости, не в крепкой семье и здоровых детях, а в эгоизме. В эгоизме и жить, и думать только о самих себе. Их цель это разделить и обезволить нас. Где каждый сам за себя, где каждый сам по себе, где один в поле не воин. Нас всех загнали в бетонные коробочки ипотеки и кредитов, и карьерной гонки, чтобы мы забыли, что сила она в единстве, в богатстве, в общем деле, чтобы мы забыли, что только вместе мы сила. И знаете, кто за всем за этим стоит? Те, чьи имена мы все прекрасно слышали и все прекрасно знаем. Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи, Соросы и иже с ним подобные. Они – это кучка паразитов, конкретные кланы, чья власть строится на финансовом капитале, а не на силе духа. На их религии. А их религия – это цифры на счету, а их бог – это контроль, власть. Власть на крови, на нашей крови каждого народа. Нас с вами. И это все продолжается уже сотни лет. Ведь именно они финансируют конфликты, войны, убийства миллионов людей по всей планете Земля. Именно они устраивают пандемии, теракты, создают невыносимые условия существования в каждом государстве и диктуют всему человечеству, как нам жить. И знаете что? За сотни лет никто из них ни разу не был в этом обвинен или осужден. Все знают, все это знают, абсолютно все. Мы правители мира, и все молчат. Наши правители мира, что призваны всех нас защищать.
они молчат. А как вы думаете, почему? У вас есть ответы на эти вопросы? Ответы очень просты. Они правят миром, превратив людей в зависимых роботов. Именно потому, что у них есть красивые цветные бумажки. И именно они их нам печатают. Для них мы смертельно опасны. Потому что пробудившийся настоящий мужик – это творец. Мужчина-защитник, мужчина-отец, который ставит долг и честь выше любой бумажной кредитной удавки. Потому что настоящие мужики – это угроза. Угроза существованию всех паразитов на планете Земля. Они служат не Богу и не Вселенной. Они служат только капиталу. И, по сути, тому, кого во все времена называли очень известным именем – сатаной, разрушителю, разделителю, лжецу. И вот она, истинная правда, без какой-либо конспирологии. Они не люди. Они – это людоеды. Это людоеды, что паразитируют на теле всего человечества. Каких-то 2 маленьких процента. Не бессмертных богов, а маленьких трусливых паразитов, что захватили всю эту планету и объявили ее своей собственностью. И, если честно, я что-то лично не помню, чтобы Бог с кем-то подписывал какой-то контракт или продавал кому-либо ресурсы на планете Земля. Сила их системы, сила ихней системы – это наше молчаливое согласие. А наша сила в правде и в осознанном отказе играть по их правилам. Дорогие мои настоящие мужики, не ждите революции. Не ждите, что кто-то придет и все исправит. Потому что время ждать кончилось. Приходит время судного дня и жатва. Время всеобщей цифровизации, уничтожения большей части населения планеты и превращения всех тех, кто останется выживших, в рабов. И вы это уже знаете. Но все же время мамонтов и последних из магикан – это не время умирать. Это время проснуться и начать будить спящих. Наша стратегия не взрывать систему. Наша задача и стратегия – это строить свое. Рядом, прямо здесь, прямо сейчас, из нас самих, в своей семье, в своем доме, в своем дворе, в своей стране. Пришло время нам, настоящим мужикам, встать на защиту своей Родины и всех тех ценностей, что завещали нам наши отцы и деды. Пришло время исполнить свой долг перед нашими потомками, которые ждут от нас светлого будущего. Потому что каждый настоящий мужик – это прежде всего защитник правды и справедливости. Пришло время прекратить бессмысленные разговоры и начать действовать. Шаг за шагом, пусть потихоньку, но каждый день.
И первое, что нужно сделать, это информационный детокс. Выжгите из своей ленты весь мусор. Все эти ток-шоу, блоги стервятников и рекламу пустых ценностей. Начните вести здоровый образ жизни. Возьмите себя, на конце концов, в руки, чтобы быть здоровым и сильным. Всем нужна физическая перезагрузка. Потому что без здорового тела нет здорового духа. Не качайте бицухи для селфи. Развивайте выносливость, силу, ловкость. Бег, борьба, плавание, турник. Все что угодно. Гимнастика. Здоровье. Здоровье – это наша базовая валюта. А не наркотики, алкоголизм и курение. Мы это государство номер один. Каждому из нас пришло время привести в безупречный порядок свое тело, свой дом, свои финансы, свои мысли. Никакой духовности поверх хаоса. В комнате из долгов и кредитов. Потому что сначала нужно убрать мусор в доме. Чтобы что-то создавать, сначала нужно убраться. Убраться в своей душе. Убраться в своей семье, в своем доме, в своем дворе, в своей стране. Потому что основа, любая основа – это чистота. Как внешняя, так и внутренняя. Основа любой здоровой психики и физического здоровья – это чистота нашего бессмертного духа. Станьте мастером. Станьте мастером. Найдите свое дело. Будьте не работником, а профессионалом, на котором держится это дело. Зарабатывайте честно, много и с умом. Чего я, собственно говоря, искренне всем вам желаю. Потому что деньги это не цель. Деньги это ресурс. Ресурс для строительства, благосостояния себя и своей семьи. И самое главное это быть хозяином своего слова, а не шалоболом. Сказал, значит сделал. Слово пацана или слово мужика – это не пустой звук. Это то, что определяет нас в глазах окружающих людей. И все мы знаем тех персонажей, что много говорят, обещают и ничего не делают. Все мы знаем этих лжецов, которые уже 34 года в моей стране каждый год рассказывают нам сказки. Новогоднее обращение президента. Долг каждого настоящего мужика не только в том, чтобы держать свое слово, но и в том, чтобы спрашивать с тех, кто несет ложь, неправду и несправедливость в наше общество. Спрашивать по понятиям с них, как с понимающих. Потому что настоящий мужик – это прежде всего защитник правды и защитник справедливости. Семья – это наш орден, а не ячейка общества. Любимая женщина – это союзник, друг, это мать наших детей, с которой нужно выстраивать отношения из уважения и общей цели, а не тыкать в них пальцем и говорить, что они тарелочницы. Какие они нахрен вам тарелочницы? Нужно воспитывать своих детей не успешными, а сильными, честными и свободными. Передавать им кодекс чести, понятий и правды. Не словами, а поступком. Быть авторитетом не на словах, а в делах. Настоящее братство
Настоящее братство мужиков – это не посиделки с пивом. Это про взаимную ответственность. Это про прикрытый фланг. В жизни очень важно иметь единомышленников. В конце концов, мы же все социальные существа. В спортзале, на работе, в гараже, в своем собственном дворе и, возможно, в собственной стране. Для каждого настоящего мужика важно быть лидером. Важно быть лидером в своем собственном лице, в своем собственном дворе, семье, районе. Быть организатором. Помочь соседу, соседке. Пресекать беспредел. Быдлячество. На корню. Создать островок справедливости и порядок не где-то там, а вокруг себя, в своей семье, в своем доме. Быть наставником. Помогать тем, кто нуждается, младшим и слабым. Передавать знания и навыки, учить своих детей и молодое поколение, прививать им духовно-нравственные понятия, воспитывать преемников нашему поколению. Чтобы никогда не пришло время, и мы, постарев, говорили, а вот наше время мы были другие. Мы не были другие. Мы это то, чему нас учили. Так не пришло ли время теперь нам учить? А оно пришло. Потому что настоящее бессмертие, оно не в философских сказках. Оно в наших делах и в наших поступках. Наша идеология укладывается в одно предложение. Мы настоящие мужики. Мы созидатели. Наш долг – это безупречность на своем участке фронта. А наш фронт – это не где-то там. Это прежде всего семья, двор, страна, государство, родина. Наша честь в данном слове, наша свобода, она в дисциплине. Мы не разрушаем старый мир. Мы строим новый. Рядом. Мы строим мир из живых людей, а не из биороботов, цифровой системы. И мы не физлица. Мы люди с громким названием «Человек». Так что, дорогие мои братья, настоящие мужики, если все, о чем я сейчас говорил, это большой фронт, то семья – это передовой окоп. А дети – это наша единственная незащищенная высота. И пока мы смотрим на глобальные карты, враг уже давно в наших окопах. И он не идет к нам с оружием. Он идет с мультиками, алгоритмами и с трендами. Наших детей не воспитывают, их программируют. Система, которая курирует те самые паразиты, целенаправленно ломает волю наших детей. С детсада нам внедряют. Главное – это самовыражение, а не дисциплина. Не дай себя в обиду, вместо «защити слабого». Из мальчиков делают не воинов, а капризных потребителей, похожих на девочек с косичками. Стирают полностью идентичность. Девочкам вдалбливают, что материнство – это рабство, а красота – это пластика. Что мамы и папы больше нет, а есть родитель номер 1 и родитель номер 2. Мальчик – это не мужественность, это токсичность. Ихняя цель – стереть все природные роли. Создать управляемое, бесполое стадо,
без инстинктов защиты и созидания. Именно они внедряют культуру потребления и разврата через ТикТок, Ютуб, игры, через интернет, через социальные сети. Их сознание наших детей – это поле битвы. И на него ежесекундно сегодня высаживают десант из пошлости, цинизма, разврата и культа денег. Наших детей делают удобными. Без роду, без традиций, без племени, с пустой душой и полным кошельком. Или вечным кредитом. Рабы с айфонами. А мы смотрим и молчим. Наша задача каждого настоящего, нет, не мужика, а отца и главы своей семьи. Это не запрещать. Наша задача – это защитить наших детей и дать им иммунитет. И построить альтернативу, которая будет сильнее и притягательнее всего того блестящего дерьма, которое навязывают нашим детям. Каждый из нас – это отец. Даже если у тебя нет детей, ты уже отец. Если у тебя есть жизненный опыт, и ты можешь им делиться с молодым поколением. Каждый из нас – это не второй родитель, а наставник, учитель с понятиями, правилами, норм этик и морали. Всего того, чего лично меня учил мой дед. Каждый из нас – это главный инженер реальности для своего ребенка, для потомков. И если мы самоустранились, то эту вакансию обязательно займет телевизор, блогер, дегенерат или наркодилер во дворе. Потому что мы забываем про своих детей и уделять им нужное внимание для ихнего понимания. Долг каждого отца, твой долг – это стать живым, непререкаемым авторитетом для своего собственного ребенка в своей собственной семье. И никакие учителя из школы или дядечки с голубых экранов не должны навязывать твоему ребенку культуру воспитания. Я доступно объясняю для общего понимания. Настоящий отец в современном обществе – это жесткий контроль цифровой среды. И это не пустые слова, это важно. Никаких пусть смотрит, а черт с ним. Он все забудет, он ничего не забудет. Он нажрется из этого интернета дерьма, а потом же вам же и выпалит. Установки родительского контроля – это важно. Очень важно, что ваш ребенок потребляет. Так что, поэтому изучайте, во что там играет ваш ребенок. Что он там смотрит. Не оставляйте его без внимания. Лучше возьмите его за ручку и отведите в секцию, в спортзал. Мальчика на бокс, девочку на танцы, на хоккей, на футбол. Займитесь, в конце концов, своим ребенком. Потому что не деньги важны, а внимание. Не нравоучения важны, а личный пример и воспитание. Выделите своего время для своего ребенка. Потому что это и есть реальный мир, а не то, что мы иногда думаем там в своей голове. Каждый настоящий мужик
на самом деле в своей собственной семье создает семейный устав. Четкие, простые правила, основанные на чести, порядочности, справедливости. В нашем доме не врут. В нашем доме защищают слабых. В нашем доме держат слово. Потому что настоящие мужики никогда не ноют, не жалуются, не шалоболят и не базарят. Они делают. А если говорят, то все их действия и поступки всегда соответствуют тому, что они говорят. А женщины в нашем доме – это самые прекрасные существа, которые тоже, кстати, нуждаются в нашей защите. Но это тема другого разговора. И все это закон. Потому что настоящие ценности в жизни – это не красивая цветная бумага, а счастье, благополучие, любовь и свобода. Свобода каждого человека на планете Земля. Ставь лайк и подписывайся. Дальше будет только интересней.